В марте 2019 года в промышленном районе Керни-Меса, расположенном в Сан-Диего, вспыхнул пожар, охвативший здание Off-Road Warehouse, одного из старейших поставщиков автозапчастей в Южной Калифорнии. Огонь быстро распространился по офисным и складским помещениям, серьезно повредив конструкции. К счастью, никто не пострадал. На момент возгорания здание было пустым. Но материальный ущерб оказался значительным. Уничтожено было не только имущество, но и внутренняя документация. Пожар вызвал обеспокоенность не только у владельцев компании и страховой службы. Местные следователи, а затем и федеральные агенты из Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами ATF обратили внимание на странности. Экспертиза показала, очаг возгорания находился в офисной части здания и имел признаки умышленного поджога. Были зафиксированы следы использования ускорителя горения. Следователи установили, что пожар был вызван намеренно, и это сразу придало расследованию уголовный характер. На момент происшествия руководство компании уже подозревало возможные финансовые нарушения. В отчетах начали появляться несостыковки, а суммы на счетах компании не совпадали с внутренними бухгалтерскими данными. Руководители начали сомневаться в достоверности финансовой информации, которую обрабатывала сотрудница, проработавшая в компании почти 10 лет. Ее звали Кэрри Элис Эрнандес, и она занимала должность бухгалтера. Факт поджога в здании, где велась вся бухгалтерия компании, сразу вызвал подозрения у следователей. Возник вопрос, не был ли пожар организован для уничтожения улик. Вскоре это подозрение получило подтверждение. Началось расследование, которое вскоре раскроет не только причину пожара, но и масштабную схему хищения корпоративных средств. После того, как пожар был официально признан поджогом, федеральные следователи приступили к изучению возможных мотивов. В центре внимания оказалась сотрудница компании Кэрри Элис Эрнандес. На момент происшествия она работала в Off-Road Warehouse почти 10 лет и имела доступ ко всем внутренним финансовым операциям. Ее должность бухгалтера позволяла оформлять чеки, проводить переводы и контролировать движение средств. Следователи начали с анализа банковских операций и бухгалтерских записей за предыдущие годы. Выяснилось, что с января 2015 года по март 2019 года из кассы и со счетов компании было похищено более 744 тысяч долларов. Деньги переводились на счета, подконтрольные Эрнандес, либо снимались наличными по поддельным финансовым документам. Следствие не сразу установило точную схему хищений. Однако накопленные данные показали, все подозрительные транзакции имели одну общую черту. Они утверждались или проводились через Кэрри. Более того, ее поведение в момент и после пожара также вызывало вопросы. Она стала избегать общения с руководством, не участвовала в обсуждении восстановления документации и уклонялась от пояснений. Федеральные агенты начали собирать показания свидетелей, в том числе сотрудников компании и знакомых Эрнандес. Один из ключевых эпизодов связан с тем, как она пыталась ввести в заблуждение свидетелей относительно своего местонахождения и поведения в день пожара. В суде этот момент будет использован как доказательство ее попыток воспрепятствовать правосудию и дать ложные показания. Учитывая накопленные данные, следствие пришло к выводу. Поджог был совершен намеренно с целью уничтожения улик. Пожар в офисе стал попыткой стереть следы многолетнего хищения средств. Таким образом, происшествие переросло из бытовой трагедии в уголовное дело федерального масштаба. Обвинения начали формироваться на основе конкретных сумм, документов и поведения подозреваемой. Когда следствие получило доступ к банковским выпискам компании Off-Road Warehouse, стало ясно, что масштаб хищений значительно превышал первоначальные ожидания. За 4 года, с начала 2015 по март 2019, Кэрри Элис Эрнандес вывела из кассы и со счетов компании сумму в размере не менее 744 тысяч долларов. Это подтверждено официальным обвинительным заключением и признано судом. Операции проводились по разнообразным схемам. Эрнандес подделывала чеки и оформляла фиктивные платежи. Средства направлялись либо на ее личные счета, либо через посредников. Она использовала доступ к бухгалтерским системам для создания ложных записей, подставных наименований получателей и фиктивных обоснований трат. Такие действия могли оставаться незамеченными, поскольку контроль за финансовыми движениями был сосредоточен в ее руках. Важно подчеркнуть, в официальных материалах суда нет полного технического описания схем, но сам факт хищений установлен на основе бухгалтерской экспертизы, банковских подтверждений и показаний. Данные указывают на преднамеренность и систематичность преступных действий. Это не была разовая операция. Это был процесс, растянутый на годы.
По ходу следствия Эрнандес неоднократно пыталась исказить факты. Она давала ложные объяснения своим действиям, отрицала вину, вводила в заблуждение следователей относительно своей роли в финансовой системе компании. Эти действия легли в основу отдельного обвинения в воспрепятствовании правосудию и даче ложных показаний. Хищения привели не только к прямому финансовому ущербу. Потери подорвали стабильность бизнеса, вызвали необходимость проверки всей системы отчетности и нанесли удар по репутации компании. Off-Road Warehouse оказался втянут в серьезный кризис, который мог бы быть предотвращен, если бы схема была раскрыта раньше. Но именно доверие к одному сотруднику позволило преступлению длиться годами. Одним из ключевых эпизодов дела стала экспертиза, доказавшая, пожар в здании Off-Road Warehouse был устроен преднамеренно. Следователи из ITF подтвердили, что очаг возгорания находился в офисной части, и в ходе осмотра были обнаружены признаки использования горючих веществ. Это исключало версию случайного возгорания. Характер распространения пламени указывал на умышленную организацию поджога. На основании улик следствие установило, поджог был осуществлен Кэрри Элис Эрнандес с целью уничтожения документов, которые могли свидетельствовать о хищениях. Этот мотив стал центральным в обвинении по статье об уничтожении имущества, а также позволил связать пожар с попыткой скрыть преступление. Более того, поведение Эрнандес после инцидента подтвердило подозрения. Она избегала контакта с руководством, не участвовала в восстановлении документов и не предоставила объяснений по ряду платежных операций. Интересным стал момент, связанный с внешними деталями расследования. В суде прокуроры указали на показания свидетелей, в которых описывался внешний вид автомобиля Эрнандес, черного внедорожника с затемненными дисками. Эти детали сыграли роль в идентификации ее местонахождения в момент пожара и опровергли предоставленные ею объяснения. Этот эпизод стал основанием для обвинения в даче ложных показаний и усилил аргументацию стороны обвинения. Таким образом, поджог, изначально казавшийся актом отчаяния или диверсии, стал главной уликой, доказывающей не только умысел, но и готовность Эрнандес уничтожить имущество, чтобы скрыть финансовое преступление. Физическое разрушение офиса превратилось в дополнительное доказательство ее вины, усилив тяжесть уголовного дела. Этот поворот событий окончательно перевел дело в плоскость федерального расследования. Эрнандес теперь отвечала не только за хищение, но и за преднамеренный поджог, который угрожал имуществу и безопасности. Судебный процесс по делу Кэрри Элис Эрнандес длился несколько дней и завершился в апреле 2024 года. Федеральная прокуратура представила материалы, подтверждающие ее вину в хищении более $744 тысяч у своего работодателя, компании Off-Road Warehouse, и в организации поджога с целью уничтожения доказательств. Также она была обвинена в воспрепятствовании правосудию и даче ложных показаний. Сторона обвинения предоставила в суде банковские документы, бухгалтерские записи и показания свидетелей, включая владельцев компании и сотрудников. Прокуроры доказали, что Эрнандес имела прямой доступ к средствам компании, использовала свою должность для оформления фиктивных платежей и подписывала чеки, не подкрепленные реальными сделками. Также были представлены результаты экспертизы ITF, подтверждающие факт умышленного поджога, и свидетельства, демонстрирующие ее попытки скрыть правду на этапе предварительного следствия. Жюри присяжных признало Кэрри Эрнандес виновной по всем пунктам обвинения. В феврале 2025 года федеральный суд назначил ей наказание — 70 месяцев лишения свободы. Этот срок включал ответственность за все преступления: кражу, поджог, воспрепятствование следствию и ложные показания. Судья подчеркнул, что при вынесении приговора учитывал как масштаб причиненного ущерба, так и попытку уничтожить улики через поджог. Также было учтено, что преступления совершались на протяжении нескольких лет, что указывало на их преднамеренность и систематический характер. Отдельно в решении суда отмечалось, что действия Эрнандес подорвали доверие между работодателями и сотрудниками, нанесшие урон репутации не только компании, но и всему местному бизнес-сообществу. Так завершилось дело, начавшееся с пожара и вскрывшее сложную схему хищений внутри частного бизнеса. Уголовное преследование стало примером того, как внешне надежный сотрудник может годами действовать против интересов своей компании. Общая сумма, похищенная Кэрри Эрнандес из бюджета Off-Road Warehouse, составила не менее $744 621. Это число зафиксировано в официальных документах Министерства юстиции США и было озвучено в ходе судебного процесса. Средства выводились постепенно на протяжении более 4 лет, с января 2015 по март 2019. Хищения происходили системно и маскировались под рутинные бухгалтерские операции. Как именно происходило присвоение средств, следствие смогло установить частично. Эрнандес, используя должность бухгалтера, имела прямой доступ к системе финансового учета и могла оформлять платежи от имени компании. Она подделывала финансовые документы, включая чеки, и направляла средства на счета,
подконтрольные ей. Также она вводила в заблуждение других сотрудников, предоставляя ложную отчетность и утаивая факты переводов. Важной частью схемы была автономность. Эрнандес работала без партнеров внутри компании и все действия осуществляла сама, не делясь полномочиями. Это позволило ей сохранять контроль над процессом и не вызывать подозрений. Она обладала полным доверием со стороны владельцев бизнеса, которое не подвергалось сомнению вплоть до момента, когда бухгалтерские разрывы стали очевидны. Судебные материалы не содержат технических деталей всех операций, но установлено. Значительная часть денег направлялась напрямую на счета, зарегистрированные на Эрнандес или связанные с ней лица. Также, согласно обвинению, она совершала обналичивание средств и использовала их в личных целях. Среди трат были зафиксированы расходы, несоразмерные ее официальной заработной плате. Факт многолетнего хищения в компании, работавшей с тысячами клиентов, стал шоком не только для руководства, но и для бизнес-сообщества Сан-Диего. Случай продемонстрировал, насколько опасно отсутствие регулярного внешнего аудита и слепое доверие к одному сотруднику. И именно это доверие стало для Эрнандес возможностью реализовать преступную схему. Во время расследования и судебного процесса федеральные прокуроры обратили внимание на поведение Кэрри Эрнандес после начала внутренней проверки и особенно после пожара. Было установлено, что она пыталась не только уничтожить доказательства, но и сознательно вводила в заблуждение следователей, свидетелей и коллег. Это стало основанием для предъявления обвинений в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Один из ключевых эпизодов — попытка объяснить свое местонахождение в день пожара. Эрнандес предоставила ложную информацию о том, где она находилась и на каком автомобиле передвигалась. Эти данные были опровергнуты показаниями свидетелей, которые заметили ее черный внедорожник с темными дисками на парковке у офиса Off-Road Warehouse в момент, близкий ко времени возгорания. Прокуроры отдельно подчеркнули, что даже такие детали, как цвет колес, сыграли роль в разоблачении. Помимо этого, она пыталась представить расходы компании как законные транзакции, утверждая, что средства были использованы на оплату услуг подрядчиков. Однако банковские выписки показали, что деньги поступали на ее личные счета или были обналичены без предоставления подтверждающих документов. Суд установил, что Эрнандес сознательно скрывала истинную природу операций и создавала видимость нормальной бухгалтерской активности. Также было зафиксировано, что в общении с коллегами после инцидента она давала противоречивые объяснения, старалась замести следы и избегала участия в восстановлении бухгалтерской отчетности. Ее поведение характеризовалось как попытка затруднить расследование и повлиять на ход следственных действий. Федеральная прокуратура подчеркивала, Эрнандес не только совершила финансовое преступление, но и предприняла активные шаги для сокрытия улик. Это отягчающее обстоятельство усилило ее ответственность и сыграло важную роль при вынесении приговора. Суд учел ее попытки манипулировать доказательствами и использовать ложь как инструмент защиты. Пожар, устроенный Кэрри Эрнандес, нанес Off-Road Warehouse серьезный материальный и операционный ущерб. Здание компании в Керни-Меса было значительно повреждено, включая офисную часть, где находились бухгалтерские и административные документы, а также складские помещения с автозапчастями. Хотя никто не пострадал, бизнес оказался в критическом положении. Разрушение инфраструктуры привело к остановке части операций и нарушению логистических цепочек. Сразу после инцидента компания была вынуждена взаимодействовать не только с полицией и страховой компанией, но и с федеральными следователями. Расследование обострило ситуацию. Публичное обвинение сотрудников в поджоге и хищении вызвало резонанс в деловой среде Сан-Диего. Для клиентов и партнеров стало очевидно, что бизнес оказался втянут в громкое уголовное дело. Это сказалось на доверии к компании и ее имидже. Наряду с физическим ущербом фирма столкнулась с необходимостью воссоздания всей финансовой документации за предыдущие годы. Отсутствие резервных копий и уничтожение оригиналов потребовали обращения в банки, налоговые органы и сторонние подрядчики для получения информации. Эти процессы заняли значительное время и ресурсы. Владелец Off-Road Warehouse публично выразил сожаление и подчеркнул, что компания будет продолжать работу, несмотря на нанесенный ущерб. Однако, по данным прессы, восстановление офиса и нормализация деятельности потребовали серьезных усилий. Финансовые последствия также включали в себя частичную компенсацию убытков от страховой компании, но они не покрыли весь масштаб потерь. Инцидент стал поводом для пересмотра процедур внутреннего контроля. Компания усилила аудит, ввела новые правила доступа к финансовым операциям и обновила систему резервного копирования данных. Руководство признало, что полная передача контроля над бухгалтерией одному человеку без должного надзора стала фатальной ошибкой. Таким образом, преступление Эрнандес оказало влияние не только на нее лично, но и на десятки сотрудников, клиентов и деловых партнеров, вовлеченных в работу компании.
Дело Кэрри Эрнандес стало примером того, как сотрудник, обладающий полным доверием, может нанести колоссальный вред компании, в которой проработал почти десятилетие. После расследования судебного процесса и вынесения приговора федеральные органы правопорядка публично озвучили выводы, подводящие итог одного из самых показательных случаев злоупотребления доверием в сфере малого бизнеса. Министерство юстиции США в своем официальном заявлении указало, Эрнандес целенаправленно использовала свою должность бухгалтера для кражи средств, а затем прибегла к поджогу, чтобы уничтожить доказательства. По мнению следствия, ее действия не оставляют сомнений в преднамеренности преступления и желании избежать ответственности. Суд также отметил, что она активно препятствовала ходу следствия, давая ложные показания и искажая факты. 70-месячный тюремный срок, назначенный в феврале 2025 года, стал итогом комплексного обвинения: хищение средств, уничтожение имущества посредством поджога, препятствование правосудию и ложные показания. Этот приговор стал сигналом для бизнеса о необходимости более строгого финансового контроля. Прокурор Южного округа Калифорнии в официальном пресс-релизе подчеркнул, что преступление Эрнандес подорвало не только финансовую стабильность компании, но и доверие к системе управления малым бизнесом в целом. Он отметил, что такие дела показывают важность прозрачности и регулярного внешнего аудита. После вынесения приговора Эрнандес была взята под стражу и направлена в федеральное исправительное учреждение. Суд не рассматривал условно-досрочное освобождение на момент вынесения решения, учитывая совокупность обвинений и длительность преступной деятельности. История завершилась для нее лишением свободы, а для компании — долгим восстановлением. Этот случай стал частью архивов федеральной судебной практики и был использован как пример на образовательных семинарах для бизнес-сообщества о важности внутренней безопасности и контроля финансовых операций. Уголовное дело против Кэрри Эрнандес оставило долгосрочный след не только в финансовой системе Off-Road Warehouse, но и в ее репутации. Хотя компания продолжила деятельность, ее имя в течение месяцев фигурировало в новостях и судебных сводках, связанных с поджогом и многолетним хищением. Местные издания Сан-Диего, включая NBC и Times of San Diego, освещали процесс подробно, делая акцент на масштабе обмана и преднамеренности преступлений. Для постоянных клиентов, поставщиков и партнеров компании это стало серьезным испытанием доверия. Репутационные потери трудно оценить в денежном выражении, но они проявились в необходимости проводить информационные разъяснения, менять коммуникационные стратегии и восстанавливать уверенность партнеров. Бренд, выстраивавшийся десятилетиями, оказался под угрозой из-за действий одного сотрудника. Руководство компании не делало публичных заявлений в СМИ, за исключением официальных комментариев в рамках судебного процесса. Однако, по информации прессы, в последующие месяцы в Off-Road Warehouse были проведены внутренние изменения. Внедрены системы двойного контроля за платежами, обновлены стандарты внутреннего аудита и введены внешние проверки. Местные бизнес-ассоциации привели этот случай в качестве примера на конференциях, посвященных кибербезопасности, защите финансов и управлению персоналом. Компании рекомендовали пересмотреть процедуры работы с единоличным доступом к финансовым инструментам, даже если сотрудник считается надежным. Этот кейс также стал предметом отдельного анализа в юридических кругах. Комбинация экономического преступления, попытки сокрытия улик через поджог и манипуляции со стороны обвиняемой придала делу особую значимость. Федеральные органы правопорядка использовали его в качестве иллюстрации того, как малый бизнес может стать уязвимым при отсутствии структурированных механизмов контроля. Таким образом, даже после приговора и осуждения последствия действий Эрнандес продолжали влиять на Off-Road Warehouse, подтверждая, что репутационные риски могут быть не менее разрушительными, чем прямые финансовые убытки.